Всем привет! В этом видео мы будем вместе вязать палантин. Очень простой и начинающие могут вязать. Кто знает, как крючком вязать с накидом, значит можно вязать. Это еще один подарок на Новый год. У нас подарки за подарками. Смотрите, я вяжу Alize Angora Coat 550 метров, 20% здесь вот шерсть и 80 акрил. Очень эта пряжа хорошо себя ведет. Цвет 144 вот. Очень благородный. Камера почти что передает, почти. Жизни еще лучше. Кто вязал эти цвета, может и знает. Очень благородный цвет. Я вяжу одну женщину, мне надо отблагодарить и подарить. Я под ее стиль думала, что вот этот цвет будет очень даже хорошо. Поэтому я такой цвет выбрала. У меня на канале есть вот такой палантин. Девочки просили вязать вместе, поэтому я показываю. Это очень простой. Я столько уже вязала. Я всегда вот эти палантины вяжу. 2 мотка использую, плюс-минус. Здесь женщина небольшого роста, и после стирки еще длиннее будет. Вот я решила, вот один моток все вязала, а здесь чуть-чуть осталось. Как раз обвязать вокруг и вам показать хватит. Смотрите, просто-напросто я набирала 100 воздушных петелек. А для вас считаем, что это первый раз, первый ряд. А у меня еще вот это крючок пятерка. Можно и на шестерке, на мой взгляд, будет очень рыхлый, мне не нравится. А меньше этого будет очень плотный, тоже не нравится. Вот под мою плотность, вот пятерка то, что надо. Еще можно вязать таким образом треугольный шаль. Раньше я вязала, но сейчас мне уже не нравится. Как бы это более стильный, модный. И можно и как шарфик использовать, как на плечи. Это более стильно, я так понимаю. Поэтому я переходила. Вот, допустим, уже 100 петель вы набирали цепочки воздушной. 3 петля подъема, да? Я 3 делаю. По идее здесь 4 можно, 4 петля. Ну здесь как у меня получается, смотрите, мне так нравится. 4 сильно этот широкий будет, мне не нравится. 3 петля подъема. Здесь мы оставляем 1, 2, 3 и 4-ю петельку. Вот. С накидом 1, 2 и 3. Почему 4-ю? Потому что мы еще между вот этот 3 воздушных петель, еще одну петельку я делаю воздушной, чтобы здесь вот здесь потом, когда вяжу, чтобы не тушила так. Поняли? Это очень просто вязать. А потом уже первый ряд делайте. У меня здесь, смотрите, давайте считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Вот 25 ракушек получается, если делить на 4. Вы можете набрать, если шарфик хотите узкую, набрать мало петель, но только чтобы делилось на 4, потому что у нас вот будет узор 1, 2, 3 и вот 4-я воздушная петелька. И первый ряд, когда воздушную цепочку вы набираете,
более, пожалуйста, более слабо набирайте, вот, чтобы вот этот конец, ну, начало, то есть, чтобы не тянуло. Видите, я слабо набирала, и каждый четвертый петельку вязала 3 раза с накидом и одну воздушную петельку. Это очень-очень легко. Вот, смотрите. Раз, 2 и 3. И это очень быстро вяжется. Я это вечером вязала. Вечером мне никак было снимать. Мне надо дневной свет, как бы, поняли? Поэтому я решила вязать. Какая разница, чтобы и быстро обвязку показать. Потом еще после стирки. Стираю я как? Вот эти палантины я вязала очень много. И на подарок, и продала. В прошлом году мы когда ехали в Армению, у меня там, у моей мамы много подружек. Я их вязала как раз на их возрасте, как хорошо, вот палантин, да. Разный цвета вязала, несколько штук, быстренько. Да, можно вязать и трудные узоры, да, почему бы нет. Но, честно говоря, мне категорически у меня времени нету. И трудные узоры не все могут вязать. Поэтому, чем проще в жизни, тем лучше. Я так отношусь, мне так нравится. Я знаю, что можно трудные узоры, этот красивый, очень красивый делать. Но это тоже для меня нормально. Как на подарок, это не очень дорого обойдется. Бюджетная нитка, я считаю. И 2 штуки полно, хватит полноценный палантин. И на подарок, и прогадать никак не будете. Правильно, плечевое изделие не будете вы подарить кому-то, как бы. Это не знаете и вкус, и цвет, и не знаете, как вязать, чтобы размер попасть. И для начинающих бабушек, мам, почему бы нет? И это молодые тоже могут как снуд крутить. Я одну женщину подарила, она вообще под шубу на голову кидает, и тоже красиво, и она рада. Кто как хочет, это на пальто можно как-то крутить. Здесь вариантов много, как бы, поэтому вяжите, я советую. Вы можете более дорогую пряжу взять и вязать. Это уже ваше дело, ваше право. А стираю как? Я отошла от разговора и пошла куда-то далеко. Смотрите, я стираю эти палантины не в машинке. Вроде бы все в машинке стираю, но это мне почему-то жалко. Тем более первый раз мне надо их формировать, как бы, чтобы красиво было, да. Поэтому я в машинке не стираю. Я стираю вручную. Обязательно жидкое средство для шерсти я стираю. Крайний случай, если дома нету, можно шампунь. Нормальный шампунь есть. Шампунь можно стирать. Вот. И я складываю. Вытекает все вода. Уже полусухой. Оно же хорошо вытекает. Здесь же ажурное как бы. После этого я потом фиксирую обязательно. Я возьму сантиметр, везде мерю, чтобы правильно было, не плавало туда-сюда, поняли? И сначала я вообще-то вот булавками. А потом решила, что иногда бывает некачественные булавки, пока сохнет, все ржавеет, мне страшновато. Я возьму нитка и иголка. Вот, и большими стежками я шью. У меня специальный белый материал есть. На это положила, все форму давала, как мне надо. И большими стежками шью.
через день высохнет, это снимала эти стежки и все хорошо. Поэтому, если что, советую так делать. Шали всегда надо формировать каждой стирки, а то они не шали будут и не палантин. Вот, дошли до конца. Раз, два, три. Если вы заметили, я очень слабо вяжу. Если вы очень туго вяжете, значит еще один номер больше возьмите, потому что не надо сильно туго вязать, чтобы красиво было ажурно. Вот, опять накид и сюда. И вяжем. Еще один ряд покажу. Может, я не так показала, чтобы вам видно было. Вот так. Это очень легко. Может, кто вязать давно умеет, и мне интересно, а мне спросили. Хоть кому-то интересно будет, и то буду я рада. И если у вас время есть, не могли бы мои ролики до конца смотреть. Оказывается, это полезно для развития канала. Пожалуйста, это просьба. Если у вас есть время и желание, конечно, смотрите до конца. Вот. Мне написали, чтобы я побольше время, имею в виду, снимать ролики. А я, как смотрю, вроде бы мало смотрят по времени. Думаю, не стоит, наверное. Вот кто-то пишет, очень хорошо, что только по делу и все. А кто-то пишет, нехорошо, я бы хотел побольше. Поэтому ничего не знаю. Если что, пишите. Если что, если будете смотреть до конца, я пойму, что вам уже нравятся мои видео, я буду побольше делать. Если нет, почему делать, правильно? Поэтому, как бы не знаю. Смотрите, я очень быстро вяжу, и это за пару часов можно вязать, и это хорошо. Потому что здесь сильно просчитать не надо, поэтому на подарок очень даже хорошо, правильно? Вот. Еще до конца вяжем и будем обвязку. А можно и так оставить, наверное, но мне не нравится. Я когда-то решила какие-то кисточки делать, что ли. Все равно мне не нравится. Мне нравится, чем проще, тем лучше. А если вам нравится, можете в кончиках делать кисточки. Но мне нет, не нравится. Поэтому мне придется... Если даже так оставить, оно неплохо, красиво, я считаю. Ну, для спокойствия, чтобы как бы вещь уже законченный, как товарный вид, скажем так, да. Поэтому я решила вот такую обвязку, один ряд просто. Вот. Ага. Вот дошли, да? Теперь здесь надо формировать уголок, чтобы мы переходили вот сюда. Поэтому раз, два. Хватит 2 штуки. И вот в эту же дырку, где мы заканчивали, видите? В эту же дырку мы будем вязать, как обычно. Раз, два и 3. И одну воздушную. Видите, уже уголок как формировался. Вот. И вот эти каждые дырочки, смотрите, вот, будем вязать такие же ракушки. Вот одну, как раз вот это расстояние позволяет, чтобы, вот, смотрите, раз, два и 3. И воздушная.
Раз, два, три. А размеры после стирки я вам в конце напишу, какой размер у меня получилось. Сейчас просто нет смысла. После стирки совсем другой будет. Тем более, когда форму даешь. Конечно, я далеко от тех девочек, которые занимаются профессионально палантины, шали вяжут. Это вообще искусство. Ну, я не стремилась так вязать, оно мне не надо было. А столько вязать, продать тоже я не знаю как, поэтому я сильно не изучаю эту разные техники. А это для начинающих и для просто кому подарить или себе. Почему бы нет? Сейчас покажу результат. Смотрите, уже как бы законченный вид. Правильно, красивый. А здесь красивый уголок, не то, что просто торчит. Вот. Я надеюсь, я все объяснила хорошо. Вот я так буду вязать. Дальше это очень долго, очень опять-таки длинный будет, никому не надо. Вот каждую дырочку, вот эти каждую дырочку я буду эти ракушки вязать. И сюда опять буду делать уголок. Вот. А здесь уголок уже вот тут попадет. Тут делаем два раза так будем делать. Поняли? В одну дырочку 2 раза и 2 воздушных петель. И будет вот красивый уголок тут. Если вам хочется чуть-чуть еще шире или узко делать, а расширить таким образом, будете вязать по кругу. И здесь каждый раз вот делать уголок, как меригланную линию добавляем, когда крючком вяжем. Можно вязать и несколько по-моему, я тут серый вязала несколько рядов. А здесь я сразу делала сколько мне надо ширина, поэтому мне один ряд очень даже хватит. Вот потом встретимся еще после стирки. Я буду рассказать, как уже выглядит. И рассказать, какие размеры у меня получились. Вот уже стирала, высохла, чтобы вам наглядно видно было. Вот осталось здесь несколько граммов пряжи, и все равно размеры получились очень даже хорошо. Размеры после стирки у меня получилось 1,60 м на 60 см. Я считаю, что хорошо. Там женщина маленького роста, я повторяюсь, все хватает. Давайте еще раз повторяем и закончим, потому что у меня очень длинное видео получается, а вы не любите до конца посмотреть. Смотрите, что мы делали. Набирали воздушные цепочки 100 петель. Это в моем случае. Вы можете другие цифры делать, другой размер делать. Я показываю суть, как я делала. 100 петель набирала, каждую четвертую петельку 3 пропускаем, четвертую петлю вяжем 3 столбика с накидом и 1 воздушную. И так туда и обратно вязали, здесь уголок делали, видите, помните, да? И обвязали вот один ряд. Получилось очень даже хорошо, я стирала, фиксировала, оно себе хорошо форму держит, смотрите. И давайте назовем шахмат. Мне, как я уже положила на пол сушить, мне напоминает как шахмат. Будем называть палантин шахмат. Податливый, можно разные виды накрутить на себя, кто как хочет. Я советую. Можете взять хороший состав пряжи, конечно, будет еще податливая и красивая, но это тоже неплохо. Всем пока, до новых встреч!